Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу показать вам небольшое сравнение парочки камер, которые я недавно обозревал. Это Nikon D3100 и Canon 1100D. Обе камеры максимально любительские, максимально простейшие и ориентированы на самого невзыскательного пользователя. Ну и урезаны они, конечно, максимально, но ровно вот до той степени, когда ими еще в принципе можно пользоваться, но вот уже на грани совершенного кошмара. То есть для нормального фотографа это, конечно, сущий ужас просто использовать подобные камеры, но оттого они мне и показались особенно интересными, потому что, по сути, камера действительно сильно урезана и бросает тебе такой вызов, как бы сможешь ли ты на нее что-то нормальное снять, какой-то результат на нее получить более-менее предсказуемый, потому что там, ну и автоматика явно послабее, чем у более серьезных каких-то моделей. На обе эти камеры я сделал полноценные обзоры, и получилось так, что в один момент обе эти камеры у меня были одновременно, и у меня выдался случай, в общем, на них поснимать что-то более-менее одинаковое в одинаковых условиях, и я подумал, почему бы их, собственно, не сравнить. Но сравнивать я здесь, конечно же, буду не какие-то там глубинные технические характеристики, не их там удобство управления. Про все это можно посмотреть отдельно в обзорах моих. Там все детально рассказано про это. Нет, не хочу заниматься вот этим вот технодрочем, типа у кого там больше мегапикселов, у кого там больше точек фокусировки и прочая вот эта вот херня. Но всякие там параметры, сравнительные таблицы, это все можно посмотреть в интернете совершенно спокойно на еще едва живом там DP Review или, допустим, на каком-нибудь сайте типа Camera Comparison. Там все будет четко расписано. Я вот такой занудной херней, зачитыванием вот этим вот того, у кого там больше пикселов, я не собираюсь заниматься. Условия у моего сравнения Nikon D3100 и Canon 1100D были максимально простые. Я просто снимал абсолютно случайные какие-то снимки. Ну, ладно, не сверху уж там случайные. Я определенные сцены снимал, где, допустим, большой разлет яркости и темных участков, то есть, посмотреть динамический диапазон. Снимал также сцены с характерными достаточно цветами. В любом случае, снимки такие, просто случайно от балды. Везде во всех снимках будет одинаковое фокусное расстояние. Из-за того, что кроп-фактор у Canon чуть побольше, то есть там 1.6, а не 1.5, соответственно, у Canon будет немножечко поуже угол обзора, по краям кропаться будет чуть посильнее. Но имейте в виду, да, везде у меня стояли одинаковые фокусные расстояния. Везде также стояла одинаковая диафрагма f5.6 на всех снимках. И ISO, кроме одного лишь примера, везде стоит ISO 100 единиц. Ну что ж, приступим, посмотрим на то, как подход у разных производителей достаточно сильно отличается друг от друга, как у них отличается Color Science, что у них там по динамическому диапазону, и вообще картинка в целом, как у них друг от друга отличаются. И я думаю, что вполне справедливо эти обе камеры сравнивать можно, потому что выходили они плюс-минус в одно время, там в 2010-2011 году, и метили, в общем-то, в одну и ту же аудиторию. Для начала мы взглянем на самый заурядный пример. Зеленая листва в солнечный день. Nikon сделал зелень чуть холоднее, а Canon, напротив, сделал чуть теплее. Приврали, в общем-то, они оба, но Canon при этом с точки зрения насыщенности более сдержанный. Тут уж сами решайте, что больше по душе. Вот фоточка заброшки, с ней рядом лужа, которая заросла камышами. Мы видим, как у Nikon получилось небо более кислотное, такое кислотно-синее, и облака оказались выбиты значительно сильнее в том месте, где пик яркости пришелся. У Canon в облаках больше деталей, хотя тоже есть участок, где динамического диапазона слегка не хватило. А вот банальнейший серый забор из металла и деревца, окрасившиеся осенними красками. И тут, на мой взгляд, обе камеры справились хорошо. Забор в обоих случаях серый, и листочки выглядят, в принципе, аккуратно. Вот тот же забор, но уже в другом месте. Сразу видно чересчур насыщенный красный на кирпичном здании вдалеке у Nikon. Зелень у Canon тоже более сдержанная. Небо же сместилось по-разному тонально. Например, тучи у Nikon слегка отдают фиолетовым, прям совсем едва-едва. У Canon же наоборот, они отдают слегка цианом. Далее мы взглянем на скинтон. И я как-то увидел паренька, который медитировал прямо в центре города посреди улицы. Nikon, в общем, неплохо передал цвет кожи людской.
но сделал его будто бы каким-то более загорелым, что ли. Canon приглушил розоватость и сделал визуально более приятный цвет, хотя обе камеры обманывают, и в жизни он выглядел иначе. Еще фото с облаками, в этот раз на фоне речки, и вот тут обе камеры, как по мне, так справились на ура, без каких-либо пересветов или недосветов, да и по цветам, в общем-то, в обоих случаях порядок. Ну а вот на этих двух снимках я был вынужден поднять ISO до 1600 единиц, и Nikon тут безоговорочно лучше, чем Canon. Цвета, в принципе, в норме, шум, конечно, есть, но его немного. Canon же при таких же настройках решил почему-то все высветить, шум поел детали, а цвета ощутимо поплыли. Следующий кадр сделан уже снаружи Казанского собора. Колонны на фоне неба у Canon получились получше, они правильного цвета и в облаках больше деталей. У Nikon же колонны увело слегка в зелень, а небо слишком насыщенно синее и в облаках есть прям значительные такие выбитые участки. Ну и как мы видим, обе камеры передают цвета совершенно по-разному, у них очень серьезные отличия. Если конкретно про эти две модели мы говорим, то в данном случае мне ближе то, как отрабатывает Canon. Ну, тут опять же вкусовщина, может быть, какие-то субъективные вещи. В принципе, я вообще-то на объективность тут и не претендую, просто делюсь своими мыслями, своими наблюдениями. Показываю то, что я, в общем-то, сам своими глазами увидел. Ну, а вы вольны соглашаться с этим или не соглашаться. В принципе, если вам нравятся какие-то споры наподобие, что лучше Canon или Nikon, или там iOS или Android, то добро пожаловать в комментарии, можем там подискутировать на этот счет. Если вам вообще тема Color Science интересна, нам есть что обсудить, пишите в комментариях, опять же, да, хотелось бы вам увидеть в будущем еще какие-то мои рассуждения про цвет в целом, потому что мне есть что рассказать. Я использовал уже огромное количество самых разных камер от самых разных производителей и пользовался самыми разными проявщиками, ну, самыми популярными, банальными, да, там Capture One, там Lightroom. Естественно, я могу рассказать, почему я предпочитаю Capture One, к примеру. Родные проявщики я также использовал от разных производителей. Некоторые, кстати говоря, довольно неплохие, хоть и у них дерьмовый интерфейс, но они, тем не менее, выдают наилучший результат, как оказалось. Ну, я могу рассказать, почему при одинаковых абсолютно настройках, даже если ты там вручную баланс белого выставил, все равно у разных камер абсолютно разный цвет. Потому что я постоянно слышу от разных придурков, которые утверждают, что на любую камеру, если ты снимаешь RAW, можно легко и просто накрутить любой, который тебе нужен цвет. И это, в общем-то, конечно, так. Но другое дело, что если ты уже сразу из камеры получил то, что тебе больше нравится, то нахрена тебе брать другую какую-то модель, которая просто хуже, и тебе придется дольше на посте заниматься обработкой. Я в основном про это говорю, когда сравниваю цвета. Понятно, что у всех они более-менее неплохие, каждая камера врет по цветам по-своему, они все не передают абсолютно точно так же картинку, как она выглядит в жизни, ну и каждый выбирает себе что-то по вкусу. Но в целом есть какие-то вещи, которые вот прям объективно у каких-либо производителей в плане Color Science получаются лучше. И я надеюсь, что вы также понимаете, что цвет, он не обязан быть абсолютно идентичным тому, что было в жизни, он может быть приукрашен, и это замечательно, особенно когда цвет у камер каких-то получается особо интересным. Ну, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть этот ролик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь тем, что думаете по этому поводу. Всем хороших снимков, пока!